Тема моей проповеди сегодняшней будет «Любишь ли ты меня?». The topic of my sermon today is going to be, do you love me? Я прочитаю место Писания, это будет 21 глава Евангелия от Иоанна, I'm going to read John 21:15. с 15 стиха и ниже. Когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионий, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Я думаю, что текст все видите, прочитай дальше. Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И еще раз, другой раз спрашивает: «Симон Ионий, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что люблю тебя». И в третий раз спрашивает: «Симон Ионий, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спрашивал его: «Любишь ли ты меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что люблю тебя». Не в лучшее время для своего ученика, апостола в будущем Петра, был задан Христом ему этот вопрос. You know, this is in an opportune time that a disciple, a future apostle, that Jesus asked this question. Я хочу перечислить несколько причин, почему они были ему не вовремя заданы. You know, I want to list a couple reasons why this really wasn't the best time for this question. Первая причина: он потерял надежду освобождения Израиля Христом от порабощения Римом. The first is that he lost hope that Jesus would rescue the Israel people from the Roman captivity. Вторая причина: он потерял надежду быть приближенным к царю в освобожденном уже Израиле. And the second is that he lost the hope that he can get closer to the king of Israel as they're restored. Помните, среди учеников были же споры, кто будет справа, кто будет слева, кто ближе. If we remember, between the disciples, they had these arguments: who would be left, who would be right, who would be closer to God in heaven. И третья причина не лучшего состояния: он вообще уже не понимал, что ему дальше делать, ведь он потерял 3,5 года на свою мечту. And the last thing is that he really had no idea what he would do going forward, because he lost 3.5 years of his life, of what it was building towards. Приход Христа и его последование за Христом, у него была конкретная цель для этого. When Jesus came and him following Jesus, he had his own specific goal. И после распятия эта надежда его, она полностью рушилась. And after the crucifixion, the hope was totally dismantled. Вдобавок, после того, когда он трижды публично отрекся от Христа, And then in addition, when he 3 times turned away or rejected Jesus, а перед этим он публично обещал верности, but before that he publicly said that he would be faithful, даже поднял себя выше: да если все отрекутся, я не отрекусь. he even took it one step further: if everybody else turns away, not I. И после всего этого And Христос after all задает of такой this, вопрос. Jesus asks him a question. И я повторю: любишь ли ты меня больше, нежели они? And I'm going to repeat: do you love me more than them? Написано, что апостол Петр опечалился. And it says that Apostle Peter, he was disheartened. Христос продолжал работать над его верой, над его характером, и потому предложил ему возможность восстановиться перед Христом. And Jesus was continuing working on his faith of his character and gave him an opportunity to be restored. Его состояние духа, оно было насколько упавшим. And his soul, the situation, it was just so depressed. И действительно в таком состоянии услышать и увидеть, встретить такое внимание от своего учителя, уже воскресшего, для него это было очень важно. And it was very important for him that he would meet Jesus resurrected in the state. И что интересно такой опыт Христос проделал. Он не стал ждать другого варианта. And what's interesting is that Jesus wasn't waiting for another option. А именно сейчас обратился к Петру с этим вопросом: любишь ли ты меня? But in that very moment, he asked Peter this question: do you love me?
Он вообще не знал, что ему дальше делать. Он сказал, пойду ловить рыбу. He had no idea, what am I going to do going forward? То есть, как бы он перечеркнул все это время, 3,5 года следования. In other words, he almost discredited this last 3.5 years. И он не видел какого-то другой надежды или варианта. Он решил просто вернуться к прежней жизни. And he didn't see any other option, any other hope. He just wanted to return to his previous life. И теперь Христос задает им такой вопрос. Любишь ли ты меня? And Jesus asked him this question, do you love me? И только после того, когда он третий раз сказал, ты знаешь, что я люблю тебя. And only after the third time he answered, you know that I love you. Христос делает еще следующий шаг, очень важный для Петра. Then Jesus takes the next step, a very important step for Peter. Паси овец моих теперь. Shepherd my flock now. Насколько велика любовь Божья была к нему. How just great God's love was towards him. Я не знаю, как бы я поступил в подобной ситуации с человеком, который и отрекся от меня. You know, I don't know how I would act in a situation of somebody who just turned away from me. Он открыто выразил свое разочарование во мне. He showed his disappointment in me. Для меня было бы лучше выход с положения, просто дистанцироваться от него. You know, I think better for me, I would just distance Но myself Христос не from так him. поступил. But Jesus did not do this. Как часто мы слышим от людей, почему Бог не ответил, когда я молился Богу об своем сыне умирающем? You know, how often we hear from people where they say, why didn't God answer this prayer when I prayed of my dying son? Часто, когда нам приходится говорить с людьми о вере в Бога, Often when we talk to people about faith in God, я много раз встречал вот такого обратного такого вопроса. you know, many times in these conversations, I received or heard this type of question. Где был Бог тогда-то? Where was God in this situation? Почему Он допустил вот это? Why did he allow that to happen? И я думаю, что основная причина таких вопросов And I think the founding reason for these questions, это какой-то бунт. it's almost kind of wanting to undermine. Бунт против Бога – это часто явление среди людей, как посещающих церковь, так и не посещающих. You know, and this happens to people who come to church and not come to church, people who uprise against God. Когда приходится беседовать с людьми, When you have to talk to people, у которых какие-то сложности в they have some поведении, difficulties в их вере, in their faith. очень часто, когда глубже копнешь, видно даже невооруженным глазом, You know, oftentimes when you go deeper, even with just a naked eye, что он в тяжбе с Богом. that he is just in this situation with God. Очень часто люди винят Бога в определенных ситуациях жизни своей. You know, in many different situations, people blame God. Очень часто люди много и продолжительно во что-то вкладывали, но оно безвозвратно рухнуло, разрушилось. You know, a lot of times people put in, but then it turns out the opposite. И люди склонны винить в этом Бога. And then they begin to blame God in the situation. В какого-то человека брак неудачный, Some people, their marriage is not successful. и они тоже склонны винить в этом Бога. And then they're leaning towards blaming God for this. Постоянно нехватка денег или неудача в бизнесе. You know, when the business isn't successful or there's never enough money, И это тоже может стать причиной протеста против Бога. and this also can lead to reasons why you protest against God. Очень часто люди несут тяжелую продолжительную болезнь или инвалидность, You know, a lot of times people are disabled or have these chronic illnesses. и они тоже в этом склонны часто обвинять Бога. And even in this, they lean towards blaming God. Очень часто, когда люди переживают кризис, когда они почувствовали какую-то оставленность, предали их оставили все, You know, when people go through crisis and they feel like everyone's abandoned them, они тоже склонны в этом винить Бога. they also lean towards blaming God in this. Радует только то, что в таком состоянии люди, имея веру, представляют ему свои требования или претензии. The only good thing in this situation is that people having faith, that they're bringing these problems to God. Хуже, когда люди теряют уже веру в Бога. But it's worse when people lose their faith altogether.
Это уже состояние очень тяжелое, и оно очень трудно исправимое. This is a very, very difficult situation. Есть хорошая новость. But there is good news. Если мы все-таки, имея претензии к Богу или возмущение к Нему, If we have something against God or something we almost disagree with, мы в сердце своем оставляем право строить отношения с Ним и что-то выяснять с Ним. we have the right in our heart to have this situation, relationship, and figure things out. И вторая новость, которую сейчас хочу сказать. And the second thing that I'd like to share today, Бога даже как-то внутренне Он испытывает удовлетворение, Его это устраивает. you know, and even this process, it makes him happy. Бог предлагает, испытайте меня. He says, test me. Потому если мы имеем какие-то вопросы к Богу, That's why if we have нам нужно questions to продолжать God, эти вопросы решать с Ним. We need to continue figuring these questions out with him. Бог может и тебе задать такой вопрос. You know, God could also ask you this question. Когда ты к Нему придешь со своим планом на жизнь, а Он станет рушить твои планы или твои ожидания. When you come to God with plans and he almost changes them or doesn't make them come to pass, Все люди, которые имеют претензии к Богу, они очень много молились Богу об этом. people who have offense or things against God, they spent many time in prayer. Люди, которые испытали кризис в своем браке, People who had crisis in their marriages, они молились и до того, и в процессе. they prayed before in the process И of все this. остальные люди, которые испытали какой-то кризис, они молились, а может даже много молились. And other people with different crises in life, they prayed and maybe even a lot of prayer. И вот здесь проблема, почему Бог не ответил. And here's the problem. Why doesn't God answer? И мы сейчас попробуем на нескольких примерах разобраться, почему бывает, что Бог не отвечает And we're на going to наши try просьбы. looking at a couple examples. Why does God in some situations not answer? Я хотел бы вместе с вами прочитать одно место Писания, Иеремия 29:11. I'd like to read Jeremiah 29:11 together. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Это уже дает нам какую-то добрую надежду или как хорошая новость. This is almost giving us good news or hope for something. Он заботится о нашей будущности и о надежде, которую мы имеем. He cares about our future and the hope that we have in this future. И второе, все, что у нас разрушается, возможно, это нам ко благу. And everything that is not come to pass in our life, maybe it's actually for our good. Это слава Бога. Я praise имею God. намерение во благо для вас. And this is a good thing for you because he wants good. Всегда ли мы готовы видеть в этом благо, когда что-то рушится? Are you always ready to look at good when things are crumbling around you? Давайте мы смотрим несколько библейских историй как причинно-следственную связь. Let's look at a couple biblical examples of this. Первое, рассмотрим Иова 2 глава, 6-7 стихи. «И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только души его сбереги. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказа лютою от подошвы ноги его до самого темени его». And the Lord said to Satan, behold, he is in your hand, only spare his life. So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with the loathsome sores from the sole of his feet to the crown of his head. Откуда было Иову известно, что Бог там на небе решил похвалиться им перед сатаной? You know, was Job aware that God almost wanted to brag to Satan about him? Мы это читаем в Библии, You know, we read this in the Word, но ему эта информация не была известна. but this information was not known to him. И он искал ответа. And he was searching for an answer. И пришли к нему друзья, которые предложили ему вариант ответа на And его his вопрос. friends, they came and they offered him solutions to his answers. И они ему сказали, виновен. And he said, you're guilty. Ты был неискренний, You were not honest. ты был жестокий. You were very stern. И там целый перечень они ему предложили. There's a whole Обвинений, list of things they accused him of. за что с ним случилось. И ведь не только проказы он был люто пораженный.
and why all the reasons for why he's in the situation that he is. Весь его бизнес был разрушенный. His whole business fell apart. Дети его были все убитые. Children, all his children died. Потому это было очень тяжелое состояние. This is a very difficult situation. И у него было достаточно времени рассуждать. And he had much time to just think and ponder. Почему это случилось? Why did this happen? Он взывал к небу. He called out to the heavens. Он вопрошал до Бога. He was asking God. 7 дней они вместе с друзьями сидели, просто молчали. 7 days they sat with their friends and just were in silence. Для меня это очень интересная картина. You know, this is a very interesting picture for me. Пришли друзья, His friends came, сели вокруг него. they surrounded him, 7 дней ни слова, ни о and чем. days just sitting there without speaking. Это самый лучший вариант был, This который is они the выбрали. best option that they probably could have chosen. Потом и следующий этап был не лучший, был хуже вариант. And the next step was not better, it was actually worse. На мой взгляд, лучше бы они еще месяц сидели, And молчали. it'd probably be better for a whole month they just sat there in Потому что silence. то, что они начали говорить, начал разрушать его веру. Because the things that they started saying, it began destructing his faith. И именно самое трудное было для него, когда его близкие друзья начали обвинять его и разбивать его веру в Бога. And the most difficult thing is that his closest friends began to put him down and destruct his faith in God. Они ему предлагают обвинения, а он ищет себе подтверждение этому. You know, they're trying to blame him and he's trying to search himself of these things. Он не находит ничего. And he doesn't find these things to be true. Они еще предлагают ему They обвинения. offer more things that he could be guilty Он of. опять пытается найти хоть что-нибудь And похожее. if he's trying to find something that matches what they're saying. Обратите внимание, Бог был на его стороне, он его не обвинял. Pay attention that God was on his side. He was not assigning Это в blame. конце, когда уже пришел Бог к нему. In the end, when God came to him, Поэтому случай с Иовом, это был особенный случай. so the situation with Job, it was a special situation. Я не смог, пока не смог найти, сколько времени Иов находился в таком состоянии. От первого поражения до исцеления. You know, and I couldn't find the length of time from the first time something bad happened to Job to when he was healed completely. Думаю, что можно как-то проследить, найти эту информацию, но мне интересно, сколько времени он был в ожидании ответа и в нападках, которые несознательно делали его And друзья. I think we could find this information, but it would be very interesting for me, these attacks, this situation, how long was he in it? Другого варианта у них не было. Other options that were not available to them. Они усматривали, если наказание, значит, есть причина. And they said, if you're punished, then obviously there's a reason. Если какое-то неустройство или какое-то лишение, значит, обязательно причина есть. If there's not a unity or not harmony, then obviously something is bad. В те времена, в тех народностях другого варианта вообще не существовало In тогда. that time, among that people group, there were no other options. Но все-таки Бог обвинил друзей, которые обвиняли Иова незаконно. But God actually ended up also blaming the friends who blamed Job. А его и друзей научил некоторым другим ориентирам, которые Бог имел. But God actually taught him a totally different lesson, a different option for what happened. Поэтому, когда мы не находим объяснение себе So when we don't find an answer for ourselves, в том, что у нас случается, what is happening in our lives, дай Боже силы нам нести то, что возложено на нас, may God give us strength to carry what has been put on us но веру сохранить. and our faith to be saved. Ответ Иова, окончательный ответ, You know, the ending, concluding answer of Job, Бога очень удовлетворил. God lifted him up a lot. Он не напрасно похвалился с Иовом. He was not just for no reason bragging about Job. В конце всех трудностей наших, которые нам приходится испытывать, All the hardships at the end, я бы of желал going through всем нам, them, чтобы Бог похвалился нами. I would want all of us that God would be able to talk about us in a good manner. Второй пример, который хотел бы вместе с вами проследить, это апостол Павел сильно хотел получить просимое. You know, Apostle Paul, he was really wanting to receive.
Давайте из его истории выдержку прочитаем. 2 Коринфянам, 12 глава, там с 7 по 9 стих я выборочно прочитаю. 2 Corinthians 12:7-9. «Чтобы я не провозносился чрезмерностью откровений, дано мне жало плоть, ангел сатаны, удручать меня. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». So to keep me from being conceited because of the surpassing greatness of revelations, a thorn was given to me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from being conceited. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But he said to me, my grace is sufficient for you. Давайте вместе попробуем поставить нас, тружеников, кто трудится среди публичным служением. You know, let's put together the public faces who work in ministry. Давайте попробуем побыть на его месте. If we try to be on his or her spot, Говорят, что у него сильно слезоточились глаза. you know, what they say is that he had an eye condition. Есть, возможно, другие какие-то варианты, я встречал другие варианты. There's possibly different explanations, Но мне больше подходит такой вариант, потому что там есть некоторые ссылочки для этого. but it seems like this is the option that it was because they're И supportive. действительно, это сильно мешало ему в публичном служении. And this really interfered with the public ministry of his. Обратите внимание, Let's pay attention. я трижды молил Господа. 3 times I pleaded with the Lord. Согласитесь, апостол Павел мог требовать себе исцеления. You know, what's interesting is that Apostle Paul could plead for this healing. Если, будучи я в таком положении, я бы вошел в пост. You know, if I was in this position, I'd almost just take the stance. Апостол Павел имел прекрасную возможность подключить многие церкви туда, в Малой Азии, You know, Apostle Paul could have connected so many different churches in that area, чтобы они тоже подключились в прошении, в молитве, может, с постом о его нужде. that they would ask God in prayer, maybe with fasting. Бог с апостолом Павлом был тогда достаточно откровенен. You know, God was enough sufficient in his revelation with Apostle Paul. Он открыл ему причину, почему с ним это происходит. He opened up the reason why this was happening to him. И апостол Павел покорился ему. And Apostle Paul submitted to him. И обратите внимание, он перестал настаивать на исцелении And pay attention that he stopped asking for this healing. и продолжил усердно служить Богу, любя его. And he continued working with God who loved him. Я еще повторяюсь, апостол Павел имел право долго молиться и просить Бога о своей нужде. I want to reinforce the idea that Apostle Paul he was able or should have been able to ask God more and more for him to come and meet this need. Он мог бы Божий вариант положить на веса и принять такое решение. You know, he could have done this and just made a decision to stay with it. У меня все окей, какие проблемы? You know, I'm all good. What's the problem? Я успешно проповедую Евангелие, многие церкви рождаются, многие люди каются. I successfully preach about the gospel. Many churches are opening and planted. Я больше чем уверен, что я могу больше принести пользу Царству Божьему, I'm если more я буду than sure that I исцеление can иметь. do much good for God's kingdom. Но, наверное, уже имел какой-то опыт отношений с Богом. But maybe he already had an experience in his relationship Он with только God. 3 раза молил и просил, Only 3 times he asked God and prayed for this. а потом остановился. And then he stopped. Я хотел бы посмотреть еще один вариант, это Иезекия, который тоже просил и очень просил. I'd like to look at one more option, Hezekiah, who asked and really asked. Давайте прочитаем это 4 Царств, 20 глава, с 3 по 5 стих. Я сокращенно прочитаю. «И заплакал Иезекия сильно, и было слово Господне к нему. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, вот я исцелю тебя». Hezekiah wept bitterly, and the Lord answered to him, I have heard your prayer, I have seen your tears, and here I will do. Вы, думаю, помните эту историю, когда Исаия пришел к нему и сказал, что сделал завещание, ты умрешь. А он уже был болен. You know, I think we remember this example when the prophet Isaiah came to him and said, hey, this is where you went wrong, you're going to die. Вот интересно, умел плакать. You know, a very interesting moment to just cry. Апостол Павел трижды молил. Я думаю, там уже и плакал, когда молил Бога. Apostle Paul pleaded 3 times, and I'm sure there were tears involved. А я тут повернулся к стене.
This one just turned to the wall. заплакал. He wept. Пророк еще не успел далеко отъехать. The prophet didn't even have a chance to leave far. Бог ему говорит, вернись God told him, return и скажи ему другое слово. and give him another word. Как бы так научиться плакать и молиться? You know, if only we could learn to pray and weep in such a way. Или там уже стена какая-то особенная, не знаю. Maybe the wall was special, I don't know. Но Бог ему продлил жизнь на But 15 лет. God lengthened his life for Это 15 years. исключительный случай, This is когда amazing. не только Бог продлевает ему жизнь и дает исцеление, а установил срок, сколько он ему продлевает жизнь. Not only did God lengthen his life and gave him life back, but he actually told them for how many years. Конечно, он, получив исцеление, радовался. Of course, he received healing, he was happy. Конечно, он благодарил Бога. Of course, he was thanking God. Я очень уверен, что он хвалился Богом I'm среди more than своих домашних, certain среди that he was своих, talking good about God in своего that круга house, общения. in his group of friends. Но проходит не так много времени, But not so much time passes. когда все те, которые знали его больным и исцеленным, All those people who knew when he was sick and he then healed, поняли правоту Бога. they did something towards Потому что God. очень скоро он поступил очень плохо. Because very soon afterwards, he did a very terrible thing. И сильно огорчил Бога. And he really grieved God. И причинил большой ущерб Израилю. And he did much bad towards the people of Israel. Лучше бы он трижды или 5 раз или 30 раз молился, просил, а Бог ему отказал бы. You know, it might have been better that he would ask 3, 5, 10 times and God would have rejected it. Еще давайте посмотрим один пример. Let's look at one more example. Царь Израиля Давид. David, the king of Israel, Он тоже мог жаловаться Богу на происходящее в его семье. he could also complain to God about the things that were happening in his family. Но он хорошо помнил то, что Бог ему сказал. But he remembered very well the words that God had Было told him. время, There was a time когда Бог обратился к нему с определенной речью, when God came to him for one specific thing, после определенных событий в жизни Давида. after a specific situation that happened in David's life. Давайте вместе прочитаем. Это 2 Царств, 12 глава, 10 стих. Let's read 2 Samuel 12:10. «Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял Версавию, жену Урии Хиттиянина, чтобы она была тебе женой». Now therefore the sword shall never depart from your house, because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Давид был мужем по сердцу Бога, You know, David was a man after God's own heart, но обрек его на постоянные проблемы. but he had continual problems. И причина тому, мы видим ее. And the reason of this, we see why. Ты дал повод хулить Бога. You gave the open door for these things to happen. И Давид, когда встречал все ситуации, которым даже уже болезнь, он уже должен был умереть, и опять смерть в его семье. You know, he saw many things, even sickness that was supposed to happen, and then again, death in his family. Давайте прочитаем немножко ниже, 13-14 стих. «И сказал Нафон Давиду: Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь, но так как ты этим делал, подал повод врагам хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». If we look a little lower, and Nathan said to David, the Lord has also put away your sin, you shall not die. Nevertheless, because of this deed you have utterly scorned the Lord, the child who is born to you shall die. Я не радуюсь тому, что произошло один раз в жизни Давида, но я радуюсь тому, как он среагировал на происходящее с ним. You know, I don't take joy in the things that happen in David's life, but I do take joy in how he responded to these situations. Давайте прочитаем 2 Царств, уже 16 глава, 11 стих. Let's read 2 Samuel 16:11. «И сказал Давид Овесе, всем слугам своим: вот если мой сын ищет души моей, то тем более семей, оставьте его, пусть злословит, Господь повелел ему». And David said to Abishai and to all his servants, behold, my own son seeks my life. How much more now may this Benjamite leave him alone, let him curse, for the Lord has told him to. То, как опозорил его сын своего отца Давида, You know, the disgrace that the son brought to the king, his father David, и то, что он искал смерти ему, and that he was seeking to kill him, Давид в великом смирении воспринял как Божий жест, как Божий поступок.
And David, in just great humility, just saw that this was God allowing this to happen. И многие слуги и военачальники, которые были с Давидом во время, когда Семей поднимал пыль, бросал, плохие слова говорил в адрес Давида. And different servants, even leaders in the army who did bad things towards David, even bad words were said in his direction. Они оценили ситуацию и сказали, слушай, а мы сейчас один раз и не промахнемся, мы просто убьем его. And they looked at the situation, they're like, one time, we're just going to do this and just get rid of him. Я больше чем уверен, что они удивились тому, как ответил Давид им на такое предложение. And I'm just very interested in how David answered to this response. Я бегаю, потому что сын восстал против меня. I'm running because my son is going against me. А то, что я сейчас бегаю, и кто-то мне еще причиняет еще какое-то огорчение, это мелочи. And the other guy who's running after me and also doing it, this is nothing. Я говорю, оставьте его. Just leave him be. Бог ему позволил это делать. God has allowed him to do this. Знал Давид причину David knew происходящего. the reason of why this was happening. Поэтому насколько было важно Богу видеть смирение Давида. That's why it's so important for God to see the humility of David. Но обратите внимание, для нас большой урок. But pay attention, this is a huge lesson to us. Возвращаясь к прежнему тексту, который читал. «Не отступит меч от дома твоего вовек». When we return to the verse that I read, that the sword shall not depart your house. Для меня интересно, это на век его жизни или на век его всего рода? You know, what's interesting for me is this just the length of his life or all of his generations following? Ну, будет ясно, что при его жизни действительно меч не отходил от дома Давида. But we see this very clearly that in his life, the sword did not depart. Но его отношение к тому происходящему было адекватным. But his response to all of this was adequate. Он понял, ошибку он сделал непоправимую. He understood that he made a decision that was not going to be able to be И corrected. по справедливости Божьей он вынужден нести эту всю свою жизнь. And by the fairness of God, he had to carry this for the rest of his life. Давайте рассмотрим еще один пример. Let's look at one more example. Авраам был другом Бога, Abraham was a friend of God, но до старости оставался без сына, наследника. but in his old age, he didn't have a son or somebody to carry his legacy. И это особая ситуация. And this is a very unique situation. Это тоже одна история, причинно-следственная связь. And it's very interesting because the descendants has much value in this story. Давайте попробуем сейчас проследить, какая причина, что, будучи другом Божьим, мужем по сердцу, хорошим человеком, а он имел такой недостаток в Why do себе. we see in the lineage and this thing where it's like a future man of God, all these different things, but he doesn't have this in his life? Он радовал Бога. He made God happy. Он был влиятельным человеком. He had influence. Он был богатым He человеком. was a rich person. Ну, давайте прочитаем Евреям. Мы читаем 11 глава, 12 стих. Очень для меня интересное место Писания. Hebrews 11:12. It's a very interesting passage for me. «И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском». Therefore, from one man, and him as good as dead, were born descendants as many as the stars of heaven, and as many as the innumerable grains of sand by the seashore. Потому от того, что было уже невозможно, Бог что-то сделал великое. From the thing that actually seemed impossible, God did the miraculous. Бог сделал то, что невозможно человеку, и потому назвал Авраамовых наследников своим народом. And God did just this thing that was impossible, and that's why he called Abraham's descendants his people. И впоследствии от этого Божьего народа он родил сына своего Спасителя мира. And from the descendants of this people, he bore his son, who was the salvation to this world. В чем была вина Авраама, что он не имел долгое время наследника? What was the guilt of Abraham that he didn't have a son, descendant, for such a long time? Помните, когда пришли ангелы и сказали, что твоя жена родит? You know, when the angels came, do you remember, and they said that your wife is going to give birth? Я нередко встречаю картины, художники пытаются отобразить это своим искусством. You know, I see this often, different painters that are trying to depict what happened. Сара смеется. Что такое женщина в возрасте смеется со словом мужчины? Sarah is laughing. What is this when she's laughing? Она говорит, я не смеялась. You know, she says, no, I wasn't laughing. Но она услышала ответ. But she Через heard год у the тебя будет response. ребенок.
God is going to give you a son. И вот теперь, когда ни Сара не имела надежды, ни Авраам, он говорит, я уже стар, в летах преклонных. And when Sarah didn't have faith, Abraham said, I'm old, we can't Вот do именно this. сейчас, когда уже невозможно было для них, Бог дает им дитя, чтобы потом назвать потомков его своим народом. For that very reason, God does the impossible in their situation so he could call them his kids or his people. Чтобы Авраам в дальнейшем не имел никаких претензий. So that Abraham would not have anything to blame God for. Бог в последующем не раз говорил, это мой народ, я назвал вас своим народом. And then he goes on to call them, this is my people, I've called you my people. Чтобы через этот народ дать закон свой. So that he would have the law through his people. И потом последующее, как я сказал, через этот народ родить Спасителя миру Иисуса Христа. And like I said, through this people, that the salvation of this earth, Jesus Christ, would be born. Знал ли Авраам причину, почему с ним так происходило? Did Abraham know, why is this happening to me? Я уверен, что он хотел найти ответ. You know, I'm very certain that he wanted the answer. Даже в то время, когда Сара просто требовала от него, дай мне наследника. Even there was a moment where Sarah was saying, we need a descendant, give У us. них была конфликтная ситуация. You know, they had this conflict. Он не прямо сказал, так что я Бог. He said, well, what am I, God? Но у Бога были намерения, особые намерения об этой семье. But God had plans, specific, special plans for this family. Не зная этих намерений Божьих, Not knowing these plans of God, Авраам исполнил в совершенстве ту миссию, которую Бог определил для него. Abraham actually did what God wanted to do on his own. Но ему пришлось испытать трудности. But he had to go through hardships. Он пережил какой-то кризис. He went through a crisis. Даже попытки какие-то свои делал, чтобы иметь наследника. He even did his own steps to make this happen. И в этих попытках Бог ему делал замечание, не они будут, не он будет наследником, And in these things, God was saying, no, that's not going to be the а descendant. будет наследником тот, который родит тебе Сара. But the descendant that I'm talking about will be the one that Sarah gives birth to. И Авраам все равно искал, почему, Господи? And God, or Abraham's asking, God, why? Мы знаем ответ, но Авраам этого не знал. We know this, but Abraham doesn't know this. Иакова написано, 4 глава, 7 стих. «Итак, покоритесь Богу». James 4:7 says, submit yourselves therefore to God. Очень часто Very often, Бог приводит нас к тому, чтобы покорились Его планам. God brings us to the point where we actually submit to Him and His plans. Он имеет свои намерения о нас. He has His own plans for us. Когда мы читаем это местописание, как вы думаете, о ком здесь говорится? You know, when we read this place in Scripture, who do you think they're talking about? Это говорится обо мне, о вас, о каждом из It's нас. talking about me, you, all of us. И когда мы это понимаем, And when we understand this, мы должны согласиться с волей Божьей, we have to agree with His will потому что Бог желает нам добра. because God wants good for us. Обратите внимание, тоже такая интересная деталь, когда я готовил до проповеди, я рассуждал, и обратите внимание на такую вещь. And pay attention to this interesting point. As I was preparing, this stood out. Христос спрашивал трижды Петра, любишь ли Jesus ты меня? asked 3 times, do you love me? Апостол Павел трижды просил о своем исцелении. Apostle Paul asked 3 times for his healing. Христос трижды удалялся для молитвы просить Отца, чтобы не идти на крест. 3 times Jesus went away for prayer to ask God that he would not have to carry the cross. И во всех этих случаях, которые перечислил, там можно было бы намного больше, чем 3. In all of those situations I mentioned, they could have done a lot more than 3. Но почему-то мы находим, что было вот такое количество обращений или прошений. But for some reason, we find this recurring number of times that they call out to God. Может быть, в этом тоже есть кроется какой-то для нас секрет. Maybe there's some hidden secret in this 3 for us. Когда что-то в жизни нашей не идет не так, как мы ожидали, или When как мы something in our life планировали, is not going the way we planned or wanted to, как нам быть? well, how do we be? Достаточно ли будет, когда мы 3 раза попросим, даже усердно, Бога о своей нужде? Will it be enough even to ask God just 3 times for our need? Я ответа не имею, я спрашиваю I don't have an себе и answer. I'm вас. asking us all. Когда мы много раз, а может годами,
Просим, просим и просим и не получаем. When many times and maybe even years we just keep asking and we don't receive. Призывает ли нас Бог тому, чтобы мы практиковали так? Does God call us that we would practice this in our lives? Я не знаю ответа. I'm not certain of the answer. Я тоже прошу больше, чем 3 раза, если какая-то нужда у меня есть. I also, if I have a need, I ask more than that. Но для себя имею такую интересную мысль, а может что-то в этом тоже есть. But I have this thought for myself, maybe there's more to this than I thought. Матфея 6 глава, 8 стих, давайте прочитаем. Matthew 6:8, let's read it together. «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». For your Father knows what you need before you even ask Him. Вот интересно. This is also interesting. Сколько же раз просить надо Его, когда Он знает нашу нужду? How many times do we have to ask Him when He already knows the need? Моя сегодня проповедь направлена именно на личные отношения с Богом, не с окружающими, а лично мои и Бог. Today, my kind of point or the direction I'm taking this sermon is my one-on-one relationship with God, not us as a group. В этом проявляется моя любовь к Богу. This is where my love for God actually comes to the surface. Если я знаю, что Он мою нужду знает досконало, If I know that He knows my need very well, Ему все известно обо мне, everything is open to Him about me, и Он допустил эту проблему в мою жизнь, and He allowed this problem into my life, и я раз, два, три попросил Его, and I've asked Him once, 2 times, 3 times, и не получив желаемого, and I haven't received the thing that I've asked for, я покоряюсь под Его вариант, под Его волю. I submit to His plan, to И His говорю, will. да будет имя Божие прославлено. And I say, may God's name be glorified. Особенно меня мой коллега радует, апостол Павел. You know, especially my colleague, Apostle Paul. Он хвастается, я 3 раза попросил, и потом продолжал дальше трудиться, неся это бремя болезни. 3 times he asked and then just stopped and continued to serve and do what he was called to do. Он до конца своей жизни был успешным тружеником, To the end of his life, he was successful, но Бог усматривал проблему в его в жизни. not looking back at that problem in his life. И он хотел избавить ее от той проблемы. Of course, he wanted to get rid of it. Он хотел, чтобы он до конца был верным и очень с большой дачей. And he wanted to be faithful to the end of his days. Он усматривал нам некоторые недостатки, He looked at some shortcomings, и он не попустил его. and he did not answer them. Бывает наоборот. But sometimes it's the complete opposite, Особенно, когда мы читаем за царя Иезекию. especially when we read about the king. Он видел проблему, которую мог сделать, He большую saw the проблему, problem, this huge problem that he could do, но он попустил этому сбыться. but he actually did it. Он сильно плакал и просил Бога. He wept, he asked God, И только один раз. and only one time, И Бог сказал, окей, God said, okay, я дам тебе продолжение жизни, ты получишь. I will give the desire that you have. Пусть Бог поможет нам May God help each of us любить Бога в любой ситуации. to love God in any situation. Я пытался найти какие-то другие еще примеры, когда Бог спрашивает о любви человека к себе. I tried to find other examples when God was asking a person, do you love me? Я пока не нашел этого. I couldn't find it. Заповедь мы читаем: люби Господа Бога твоего. We see the commandment, love your God. Но когда Он уже спрашивает, а ты меня любишь? But then when he actually asks you, do you actually love me? Для меня это очень серьезный сигнал. This is a very just strong signal for me. И если супруги живут семейной жизнью и какое-то продолжительное время, You know, if a spouses, when they live together, especially a long time, и между ними возникает такой вопрос, а ты меня любишь? and in between them, the question arises, do you love me? Это сигнал того, что какие-то проблемы в отношениях в This семье. is a signal that there's probably some problems in the life of this family. Потому я бы не хотел, чтобы Бог меня спрашивал, люблю ли я Его. That's why I would not want God to ask me, do I love him? Апостол Петр услышал такое обращение. The apostle heard this. Дай Боже нам делами, верою нашей, May God help us in our faith, смирением, покорностью Ему, humility and submission to him, доказать свою любовь к Нему, that we would be able to prove our love for him, чтобы Он хвалился нами, that he would be able to take pride in it, нашей верою, our faith преданностью и любовью к Нему. and our love towards him.
Давайте помолимся об этом. Let's pray together. Давайте ставим наши ноги.